Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Сегодня хочу вам показать набор петель, который называется итальянский. Вот так он выглядит на лицевой стороне. Это резиночка 1 на 1. Он эластичный. Это у нас идет по лицевой стороне. Вот такая вот 1 на 1 резиночка. С одной стороны, с другой. И по изнанке. Смотрите, все петельки становятся развернутые. Это фабричный набор петель, такой вот красивый. И что касается набора итальянского, вы знаете, действительно он, я считаю, самый быстрый, потому что набираются петли действительно довольно-таки быстро. Его можно применять при вязании, при наборе петель варежек, шапок, различных плечевых изделий. То есть он подходит для набора петель вот именно особенно там, где нужен эластичный край. И действительно получается, вот видите, очень красивый. Что касается резиночки 1 на 1, здесь у нас резиночка 1 на 1, но после него можно набирать и резиночку 2 на 2. Заключается он в следующем. Мы начинаем сейчас с набора первой петли. Смотрите, заводим спицу вот таким образом. И вторая петля у нас будет обычная. Вот у нас уже на спице 2 петли. Дальше будем повторять действие. Ниточка от мотка идет вот сюда. А та, которую мы отмеряли, она идет в сторону. И смотрите, повторяем действие. Первая петля у нас будет изнаночная, поэтому мы будем изнаночную набирать с указательным пальцем. То есть заводим спицу под нить, которая находится на указательном пальце. Под нить. Затем переходим под нить уже большого пальца, вот сюда. И смотрите. Вот мы набросили на спицу, это получается петля, которая похожа на изнаночную. Дальше у нас будет лицевая. Сейчас будем делать наоборот. Заводим уже спицу точнее под нить, которая находится на большом пальце, а затем переходим под нить, которая находится на указательном пальце. И вот так вот мы подтягиваем на спицу. Смотрите, вот эта вот петля, она уже похожа на лицевую. Дальше делаем такие же действия дальше. Значит, у нас идет изнаночная, она идет всегда с указательного. Идем под указательный палец, а затем под большой. Вот, подтягиваем и придерживаем. Сейчас лицевая. Лицевая с большого начинается. Идем под большой палец, а затем под указательный. Вот таким образом. И повторяем. У нас идет изнаночная, значит, она идет с указательного. А теперь лицевая. И таким образом набираем эти петельки. Единственное, мы придерживаем пальцем, потому что они могут соскользнуть. Набираем нужное количество петель. Смотрим внимательно, потому что они могут соскальзывать. Ничего страшного в этом нет. Поэтому единственное, что нужно, конечно, потом пересчитать. И не запутаться. Где у нас изнаночная, где лицевая. И последняя петля, для того, чтобы закрепить эти петельки, мы провязываем обычные. Вот таким образом. И должны все эти петельки распрямить. Посмотреть, чтобы они были не перекручены. Вот смотрите, они у меня как бы перекрутились, поэтому я сейчас их буду распрямлять. И внимательно следите за тем, чтобы они все были правильно повернуты. И пересчитаем петли. Сейчас мы должны с вами провязать полую резинку. Можно провязать 2 ряда, можно провязать 4 ряда. Это уже как, скажем, вы захотите. Смотрите, я не замыкаю пока вязание в круг. Мы его будем замыкать после того, как провяжем первый ряд. Так будет более удобно. Первая петля у нас будет сниматься, потому что мы ее будем затем брать в работу и набрасывать на последнюю, на первую точнее, для того, чтобы сомкнуть вязание в круг. Поэтому начинаем со второй петли и смотрим внимательно. Вот смотрите, у нас такая вот петля
и она похожа на изнаночную, видите? Поэтому мы изнаночные петли в первом ряду будем снимать нить перед работой. Вот таким образом. А вторая петля у нас лицевая. Видите, она похожа на лицевую, мы ее будем провязывать лицевой. Итак, дальше повторяем этот весь ряд. Изнаночную мы будем снимать нить перед работой. А лицевую, вот смотрите, они главное, чтобы были повернуты правильно. Лицевую мы провязываем. Если вы сделаете наоборот, тогда, скажем, край будет не такой, как он должен быть при итальянском наборе. Значит, идет изнаночная, мы снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. Здесь самое главное не потерять вот эти петли и не ошибиться, где какая. Вот это вот изнаночная, мы ее снимаем нить перед работой. Дальше идет лицевая. И так вот не спеша первый ряд провязываем, второй будет намного уже проще, потому что там будет понятно, где какая петля. Изнаночную снимаем нить перед работой, а лицевую провязываем. И так провязываем до конца первого ряда. Я дохожу до последних двух петель. Вот это у меня будет изнаночная. Смотрите, мы ее снимаем нить перед работой. Последнюю петлю я вот так вот перебрасываю на эту спицу, и она будет служить для замыкания в круг. Сейчас вытягиваем леску в двух местах и замыкаем вязание в круг. Вязание замыкаем в круг так же, как и обычно мы делаем. Вот это вот переносим спицу на правую, а с правой спицы вот эту вот петельку набрасываем на вот эту. Вот мы с вами, получается, замкнули вязание в круг. Подтянуть только нужно, чтобы у нас было все здесь правильно сделано. Вешаем маркер. И сейчас идет у нас уже второй ряд. Во втором ряду, это у нас круговое вязание, мы будем провязывать следующим образом. Лицевую мы будем снимать нить за работой. Но первая у нас изнаночная, поэтому мы ее провязываем. То есть наоборот, сейчас мы изнаночной провязываем, а лицевую мы снимаем нить за работой. Изнаночную мы провязываем, а лицевую снимаем нить за работой. И так повторяем. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая снимается, нить за работой. Это второй ряд полой резинки. Если вы хотите, вы можете сделать и 4 ряда, то есть повторить еще раз и первый ряд, и второй ряд. И вот так вот выглядит этот итальянский набор, когда мы уже провязали с вами полую резинку. Видите, оно красиво смотрится и с изнаночной стороны, и с лицевой. Сейчас мы с вами будем вязать дальше резинку. И если вам нужно вязать резиночку 1 на 1, значит здесь очень просто. Вот у нас лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Если изнаночная, провязываем изнаночной. Но если вам нужно провязать резиночку 2 на 2, значит надо поменять эти петельки местами. Вот и все. Это немножко времени больше займет, конечно, но зато будет красиво смотреться вот этот вот наборный край. Берем спицы в работы большего размера. У меня было 3,5, сейчас у меня будет номер 4. И смотрите, вот первая петля у нас изнаночная. Мы ее провязываем изнаночной. Дальше нам нужна изнаночная. Значит, смотрите, как я буду брать. Вот эту вот петлю лицевую я просто снимаю и придерживаю пальцем. А эту изнаночную провязываю. Дальше вот эту петельку, которую я сняла, набрасываю на спицу, возвращаю. Она у нас лицевая. И провязываю лицевой. Рядышком уже стоит лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Получается вот такая вот красивая резиночка уже
2 на 2, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше идут 2 лицевые. Теперь, что касается поворотного вязания. В поворотном вязании лицевые всегда провязываются, а изнаночные снимаются. Нить перед работой. То есть и с одной стороны, и с другой стороны лицевые петли мы будем провязывать, а изнаночные будем снимать. Нить при этом находится перед работой. На этом у меня все. Если вам это видео было полезным, ставьте пальчик вверх. Переходите по ссылочкам в описании. Я надеюсь, что вы там тоже найдете много полезного для вязания. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!